Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и я снова в Паттайе. А это значит, что пришло время для очередного ролика с рекомендациями по жилью. Сегодня у меня для вас подборка кондоминиумов средней ценовой категории. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Потому что каждую неделю, несмотря ни на что, мы с вами отправляемся в новое захватывающее путешествие по Таиланду. Но сегодняшнее начинается прямо сейчас. Первый кондо в моем списке называется Испано. Когда я увидел его на букинге, выбор стал очевиден, поскольку я просто обожаю Испанию, очень скучаю по ней и очень здорово провести целый день с частичкой этой замечательной страны у себя перед глазами, хоть и весьма отдаленной. Уже с ресепшена становится понятно, что дизайнеры прям заморочились с оформлением. Интерьер выглядит очень красиво. Единственное, что несколько снижает градус восторга – обилие искусственных цветов. В остальном же выглядит потрясно. Здесь можно здорово пофоткаться или хорошо провести время за книжкой, например. Туалетами здесь даже жалко пользоваться по назначению, ну очень стильно. А еще есть, судя по всему, комната для презентации с детализированным макетом всего кондоминиума. Помещение явно служит для маркетинговых целей, но думаю, никто не обидится, если вы воспользуетесь им для своих нужд. Мне досталась комната на первом этаже в здании B. Я себе выбрал студию, но вообще здесь есть и one bedroom, и многокомнатные квартиры. Первое впечатление – щенячий восторг. Все довольно минималистично, компактно, но с рядом придающих атмосферы деталей, будь то форма потолка, дизайн лампы или спинки у кровати. Надо сказать, что комната при этом весьма тесная. Мне, поскольку я путешествую в одиночку и вообще люблю студии, подходит в самый раз. Но вот вдвоем и надолго лучше рассматривать категорию комнат повыше. А с ребенком и вовсе негде развернуться. На такой компактной территории уместились кровать, судя по всему размера king, прикроватный столик с достаточным количеством розеток, здесь же предусмотрительно выключатели для света, есть телевизор и уголок с диванчиком, есть шкаф, очень маленький, правда, но в принципе вместительный. Думаю, мне одному, даже на длительный срок, места было бы достаточно. Приятный бонус – это личный вход в бассейн, прямо из комнаты. В этом кондо ряд комнат на первом этаже может таковыми похвастаться. Это просто потрясающе удобно. Мне, правда, к сожалению, оценить это удобство по достоинству не довелось, поскольку из-за локдауна бассейны закрыты. Балкон при этом очень маленький, в лучшем случае на нем можно посушить вещи. Справедливости ради отмечу, что есть комнаты с большими балконами и выходом в бассейн вместе. В кухонной зоне все стандартно. Раковина, плита, холодильник, уйма шкафчиков под любые нужды. Имеется чайник и даже тостер. Такое, кстати, редко бывает. Тут же широкий набор столовых приборов, от ложек и тарелок до разделочной доски, кастрюль и сковородок. Если вы любите готовить, то, думаю, большую часть необходимого найдете здесь. Очень меня порадовала просторная ванна. Здесь душевая кабинка с дверью, что для меня очень важно, ведь я терпеть не могу, когда вода разбрызгивается по полу. Есть мыльные принадлежности, что очень здорово для кондо. Все также очень стильно и продумано, вплоть до дополнительных шкафчиков и розеток у зеркала под фен. Самого же фена я, к сожалению, не нашел, что меня несколько расстроило. Зато есть утюг. Друзья, всем доброго утра! Я проснулся, и вопрос с завтраком в этом кондоминиуме я решил следующим образом. Обычно в таких случаях, когда в отеле нет ресторана, я закупаюсь в ближайшем 7-Eleven и сажусь прямо на балконе у себя в номере. Но в этом номере балкон очень маленький, и сесть там возможным не представляется. Поэтому я вышел к бассейну, здесь красивый вид, замечательный просторный столик и завтрак из 7-Eleven. Здесь у меня треугольнички с сыром, чизкейк, йогурт и горячий латте. Вот такой завтрак, друзья. Всем приятного аппетита!
Комнату мы с вами обсудили, и самое время прогуляться по территории, поговорить об удобствах. Так вот, среди них удобств. В корпусах возле дороги я нашел кафешку, которая закрыта, возможно, из-за локдауна. Есть куча офисных помещений и просторный 7-Eleven, что очень кстати, поскольку локация у Кондо весьма отдаленная. Расположен он в районе Джамтьен, по соседству с Кондо Люмпини и недалеко от Тигрового парка. Ссылки на Кондо будут в описании под роликом. Лично мне эта локация удобной не кажется. Из положительного здесь есть неплохой пляж в пешей доступности и все. Больше нет ничего. Расстояния дикие, без личного транспорта или услуг таксистов прожить трудновато. В мирное время, возможно, будут чаще ходить тук-туки по пляжной улице, но сейчас ждать так долго, что я этот подвиг не осилил. Даже таксиста вечером найти я не смог. Отдаленность от мира – это, кстати, причина, по которой я не решился на Люмпини Джамтьен, когда жил в Паттайе. Но здесь, что называется, на любителя. В будущем наверняка появятся макашницы, кафешки, есть доставки еды, в конце концов, ну и для многих этого достаточно, чтобы хорошо отдохнуть. Что же до территории самого Кондо, то здесь все заслуживает высшей степени похвалы. Выглядит просто потрясающе, ухоженно, чисто и стильно. Кондо открыли совсем недавно, а потому износиться он еще не успел, и лично для меня параметр новизны один из определяющих. По территории всего Кондо проходит огромный бассейн, места явно хватит всем. Вокруг него разбросаны столы со стульчиками, где можно присесть за приемом пищи или просто насладиться окружением. Стоит отдельно упомянуть процесс заселения, ведь в случае с Кондо он специфический. То есть обычно вы бронируете номер через одну из популярных систем бронирования, этот я, например, снял через Booking.com, и в случае с отелем вы бы просто пришли и с ресепшена вас проинструктировали. В случае же с Кондо вас на месте никто не ждет. Как правило, владелец комнаты оставляет ключ в почтовом ящике, и вы лично с ним не контактируете. Он вам просто прямо в приложении пишет, где ключ, куда надо пойти, какой номер комнаты и все в таком духе. Обычно это не доставляет хлопот, но в этом случае владелец мне прям надоедал своими сообщениями, запросил депозит. Мне это очень не понравилось, потому что одно дело, когда ты платишь депозит в отеле и тебе конкретный человек дает чек, с которым ты потом получаешь его назад. А тут частное лицо, которое ты в глаза не видел, через каких-то уборщиц что-то с тебя пытается взять. Но это применимо к краткосрочной аренде. Ну а при виде следующего Кондо у многих любителей Джамтьена может невольно упасть ностальгическая слеза, ведь я решил остановиться в Атлантис. Когда я работал гидом, у меня этот Кондо был в программе 5 дней из 7. Ну очень уж он популярен у соотечественников, и сегодня я решил разобраться почему. В корпусе Е, который находится рядом с дорогой, расположен большой ресепшн. Там не было никакого персонала, что очень странно. Везде, где я жил до этого, всегда был кто-то дежурный. При этом к вашим услугам не очень выдающаяся, но вполне комфортная зона отдыха, где, например, можно дождаться заселения. В этом же здании находится 7-Eleven. Очень люблю эту особенность тайских Кондо, в них всегда есть супермаркет. Вспоминаю, как даже в банальный поход за хлебом в детстве превращался в целую экспедицию. Здесь процесс заселения был лучше отлажен, никакого депозита, охранник сфоткал паспорт на входе, а ключ также лежал в почтовом ящике. На входе в корпус есть автомат с фильтрованной водой и услуги по стирке. В общем-то, все необходимое на месте. В этом Кондо мне попалась One Bedroom. Сразу бросается в глаза удобная планировка и просторность. Не уверен, есть ли там студии, на Агоде я их не встречал. Комната на 7-м этаже с окнами на бассейн, огромным балконом, где здорово можно коротать вечера с замечательной атмосферой. Кроме сидячей зоны, которую я тут же приметил для завтрака, есть еще место для сушки белья и стиральная машина. Вот такие балконы и должны быть, сделано для людей. В зале стоит диван, который явно видывал лучшие времена. Напротив, телевизор с вентилятором и кондиционером.
Есть роутер, но пароль от интернета я нигде не нашел, а владелец на связь выходить после заселения перестал. Вот вам и кондо. Ни о каком сервисе, конечно же, речи здесь не идет. К залу прилегает просторная кухонная зона. Видно, что место обжитое, есть плита, чайник, микроволновка, столовые приборы, кастрюля. В общем, все для путешественников, которые любят готовить самостоятельно. Стоит, кстати, отметить, что все это не является стандартным и актуально именно для этой конкретной комнаты. Попадись вам другая, набор удобств может отличаться. В целом же пространство очень уютное и функциональное. Мне очень понравилось, но чувствуется легкая изношенность. Кое-где стена чем-то забрызгана, где-то штора порвана или лампочка выдвинута, но ничего критичного. Спальная зона расположена в отдельной комнате. Для многих это фактор определяющий. Здесь у нас просторная кровать, окно во всю стену, что я несказанно люблю, приятная, нестандартная, но и ненавязчивая цветовая гамма, есть небольшое зеркало. Зеркал, кстати, очень много в этом номере, что явно сказывается на ощущении пространства. Есть фен, утюг и гардероб с 2 сейфами. Все привезенные богатства будут надежно защищены. Очень здорово, что вход в ванну находится в спальне. Это прям круто. Обычно он то в зале, то на кухне, то где-то еще. Сама же ванна стандартно тесная для таких кондо. Мыльных принадлежностей не завезли, нужно было приходить со своими. Душевая оснащена потрепанным огрызком шторки, зато у раковины большое зеркало с подсветкой. Доброе утро, дорогие друзья! Я проснулся, и как обычно по утрам встает вопрос с завтраком. Поскольку я сегодня останавливаюсь в кондоминиуме, ни о каких ресторанах речи не идет. Более того, в Паттайе сейчас жесткий локдаун, поэтому выйти и где-то посидеть мы с вами тоже не можем. Но я не унываю, потому что у меня в кондо замечательный балкон, и я уже накрыл себе здесь стол в ближайшем 7-Eleven. У меня на столе йогурт с маракуйей, драгонфрукт и вот такая булочка. Это новинка, я, кстати, очень люблю булочки из этой серии. Конкретно это с начинкой из шоколада, миндаля и клубники. Очень рекомендую, уже пробовал один раз, потрясающе вкусно. Ну и, собственно, питьевой йогурт. Сегодня я немножко отхожу от правила и кофе не пью. Вот так. Приятного аппетита! Очень люблю такие завтраки на балконе. Прям заряжает позитивной энергией на целый день. Ну а сейчас самое время прогуляться по территории. Территория кондо заставляет вас поверить, что вы находитесь на тропическом острове, берега которого омываются теплым ласкающим морем, бассейном в нашем случае. К берегу пришвартован пиратский корабль, вход на который закрыт, судя по всему, из-за локдауна. Есть лежаки, но у меня подозрение, что в сезон за них бывают вооруженные столкновения. Земля устелена зеленым покрытием под газон, что в комбинации с обилием пальм и прочей растительности успешно завершает образ. Что меня удивило, так это запущенность территории. Ничего криминального, конечно, но очевидно, все квартиры уже распроданы, поэтому можно расслабиться и подзабить на поддержание порядка. Чтобы постояльцы даже не думали нарушать бан на купание, бассейн, очевидно, решили просто не чистить. Повсюду валяется сухая листва. Я, честно, такого не видел в других кондах. Не сказать, что прям катастрофа, нет. Окружение приятное, здесь комфортно находиться, но локдаун не повод не ухаживать за территорией комплекса. Думаю, вряд ли здесь такое бывало в сезон, но люди-то живут здесь всегда. Вот в этой части, кстати, все выглядит как-то получше. Может, там просто не успели почистить? Уж не знаю. В этом кондо, кстати, тоже есть номера с прямым выходом в бассейн или же в сад. В последнем случае балкон очень красиво засажен зеленью. И здесь, кстати, искусственных цветов я не заметил, что очень радует.
Есть, помимо всего прочего, несколько горок и зона для детей. В целом, я понимаю, почему этот комплекс завоевал любовь туристов. Он и правда очень хорош, если опустить мои придирки, актуальные только на время локдауна. И локация у него замечательная. Здесь все так же море через дорогу, но вокруг огромное множество интересных мест. Рыночки, кафешечки, барчики. Сейчас многое закрыто, но хочется верить, что светлые времена вернутся. Ну а ожидания можно скоротать за мои видео-экскурсии по китайскому кварталу в Бангкоке. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!